Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня пятница, и я нахожусь на мероприятии, называется оно Пиш-Пишук в Яффу. Это выставка винтажа, и не только, в порту Старом Яффа, в порту. Сделаю вам обзор сегодня. Добро пожаловать на Пиш-Пишук Яффу. Вот так выглядит главный вход. Вход платный, кажется, 10 шекелей, как я помню, с прошлой выставки. Захожу внутрь. Да, мои предположения подтвердились. То, что я помню, что вход стоит 10 шекелей, это подтвердилось сейчас. 10 шекелей вход. И такие большие деньги, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Посмотрите, вот так это выглядит. Здесь есть 2 этажа. Большой очень ангар. Вот, и начинаю обзоры, поиски. Может быть, сегодня мне улыбнется удача, и я что-то найду и для себя интересное. Ну, вперед, друзья. В общем, друзья, я попал в свою любимую стихию. Слава богу, что в этот раз нету музыки здесь и нет диджея, как было в прошлый раз. Невозможно было говорить даже. Музыка просто глушила. И вот начинаю снимать потихоньку. Посмотрите, сколько здесь всякой всячины. Непонятные вещи типа древнего барометра, какого-то пресс. Вот такой. Идем смотреть, что здесь интересного. Я уже заметил здесь некоторые вещи, такие как мои любимые вазы Мюрано. Вот, сейчас я вам их покажу. Вот здесь есть винтажные машинки. Полно сегодня народу, трудно подходить к столам. Но я пытаюсь. Здесь игрушки. Здесь вот как раз ваза Мюрано. Очень большая. Посмотрите. И не такая дорогая. 150 шекелей. Это недорого. 2 вазы. Одна 150. Да, 2 по 150 шекелей. Довольно-таки большого размера. Всякая мелочевка. Керамики, море керамики, как всегда. Есть очень интересные вещи. Это тоже мюрановская вещь. Пепельница. Это, кажется, не Мюрано, но красивая вещь. Необычная. Такая небольшая вазочка. Здесь полно всяких игрушек для детей. Посмотрите, сколько. Есть по 5 шекелей. Да, это все по 5 шекелей, а 4 штуки за 15. Фигурки разные. Идем дальше, идем дальше. Вот здесь эту тетю я знаю, которая продает, вон она. У нее полно кукольных туфель. Посмотрите, сколько обуви для кукол. И просто для украшения. Причем классного качества. Посмотрите, как сделано. Есть у нее интересные очень винтажные вещи. Смотрите. Всякие фигурки. Вот такие вот скульптурные лица. Полно всего. Интересные вот пепельницы. Ой, пепельница, что я сказал? Соломка. Соломка. Интересно. Я как раз ищу для дома.
Оригинальная. Может, возьму. Полно солдатиков. Смотрите. Полно. Причем они настоящие, оловянные. Кажется, французского производства даже. О, а вот и моя любимая тема. Машинки. Сейчас я посмотрю, что здесь есть интересного. И продолжу снимать. В общем, что могу сказать. Приглянулся мне один здесь Mercedes модель. Подумаю над этим. Не хочу сейчас пока таскать пакет. Пока снимаю, я вернусь еще сюда. У него есть еще вот такие модели. Это 1.24. Вот по 100 шекелей. В общем, выбор не такой большой, но что-то есть. Идем дальше. Здесь, я понимаю, в этом углу игрушки. Это не так мне интересно, кроме моделей машинок. Моделей коллекционных, не игрушек, как вы понимаете. Вот здесь кое-что есть, но это в основном игрушки. Вот есть неплохой Volkswagen кабриолет. Сейчас я приценюсь. Ага. Я уже заметил кое-что для себя. Сейчас мы будем прицениваться. Продолжим. С машинками у меня есть в голове парочку моделей, что я куплю потом, когда буду меньше занят со съемкой. Посмотрите, какие вещи интересные. Такие стеклянные бутылочки, всякие старинные, винтажные. Зеркало. Смотрите. Зерцаль. Как говорится, скажи, всю правду расскажи. Классные, красивые. Там уже заговариваться. Что делать? Возраст? Шутка. Я еще полон сил пока еще. Как ни странно. Посмотрите, сколько классной керамики. Чашки, кружки, фарфор, фаянс, статуэтки. Очень красивые. Замечательные какие наборы тарелок. Полно всего. И вот эта ваза иранская вообще поразила меня. Она дорогая, просят за нее 300 шекелей. Больше 200 она не стоит, но она очень красивая. Здесь есть еще парочку ваз очень красивых. Одну уже купили. Да, была классная. Вот здесь была одна ваза. Ее уже нет, осталась только маленькая. Причем не такая дорогая. Я прозевал, как прозевал, у меня дома некуда ставить уже, поэтому не особо было желания купить. Посмотрите, куклы разные. И керамика. Я извиняюсь, что меня перебивает музыка, но от этого никуда не деться здесь. Смотрите, какая ваза огромная, вау. Это не Мюрана, но она очень красивая. Расцветка просто поразительная. Кама ваза? Кама? 550 шекелей. היא מהממת פשוט. 550 шекелей. Красивая.
И картины, посмотрите. Я понимаю, что это, конечно, каждый поймет, что это не старинная картина, но симпатично. Здесь есть еще второй этаж. Поднимемся туда сейчас. Я еще первый не обошел, а уже мечтаю о втором. Фототехника кого интересует. Симпатичный вот такой бегемот. Посмотрите. Да, вот такая рука у меня уже есть одна. Может быть, купить ей пару, чтобы было две. Сейчас спрошу. Кого льет? А, ешмехер. 70 шекелей. Недорого, кстати. Я не помню, какая у меня есть, правая или левая. Надо посмотреть. Недорого. Такая рука манекена. Так, иду искать лестницу на второй этаж. Вы посмотрите, какой я нашел каталог. Это просто какая-то бомба. Это каталог машин, как бы не всех, но интересных моделей, суперкаров 80-х, 90-х, 2000-х. Это всего стоит 100 шекелей. Я это возьму, точно. Я беру это. Классная вещь. Я купил каталог автомобильный, просто я в шоке. 100 шекелей. Вообще, я даже не думал, что встречу такую вещь. Особенный каталог. Там представлено очень много машин, которых именно моя тема, которую я люблю, спорткары 80-х, 90-х, 2000-х. Не думал, что встречу такую вещь. Вот я поднялся на второй этаж. Посмотрим, что здесь есть. Видите, как бы представлена одежда. Не знаю, это секонд-хенд или новая, пока не пойму, кажется, секонд-хенд. Здесь вещи такие, как парфюмерия, свечки, шалом, бижутерии моря. Вещи красивые. Да, я думаю, что это секонд-хенд, как на Гивоне. Всякая мелочевка, значки, наклейки. Посмотрите. По 35 шекелей каждый значок. Я думаю, это как нашивка на одежду или на что-то другое, на компьютер, например. Вот посмотрите, это панорама со второго этажа. Да, здесь в основном одежда. Это мне не интересно, но я пройдусь, посмотрю. Слава богу, сегодня музыка играет, как я уже говорил, тихо. Можно говорить и рассказывать вам, и показывать в спокойной обстановке. Опять бижутерия, бижутерия, бижутерия. В общем, на втором этаже мне делать нечего, снимать тоже по большому счету нечего. Это для любителей одежды. Здесь есть, конечно, и новая одежда, не только секонд-хенд. Я возвращаюсь на первый этаж и продолжу снимать уже там. Продолжаю обзор. Посмотрите, какой замечательный здесь гусь или лебедь красивый, стеклянный. Это не Мюрано, но он красивый. Пытаюсь перекричать всех сегодня опять. Я надеюсь, у меня получается. Кому интересно, вот бижутерия. Цены разные. Это, кажется, это даже золото. Вижу цену 1700 или позолоченное.
Такая кукла. Вся в бижутерии. Есть вещи интересные, конечно. Посмотрите, какая карета. И две дамы. Такие в стиле 80-х. Полно всякой всячины. Глаза разбегаются. Красивая вазочка еще. Тут музыка, я боюсь, меня забанят, но я снимаю. Посмотрите, что это? Подскажите, я даже не пойму, что это за прибор. Не могу понять. Кто знает, пожалуйста, подскажите. Вот тоже красивые изделия из стекла. Смотрите. Очень красивые. Как без хрусталя. Его тоже здесь полно. В общем, к сожалению, начали глушить здесь музыкой. Появился диджей этот, который портит мне всю съемку. Мне тяжело перекричать его колонки. Вот, но я пытаюсь снимать, конечно, что могу. В общем, мой поход увенчался двумя покупками. Я купил себе винтажный Volkswagen кабриолет моего размера 1:43. Вот. И вот смотрите, какой человек, который у меня тоже есть такой, это побольше. Классный. Кому ли это? 45 шекелей, недорого. У меня есть уже такой. Сейчас я его посмотрю поближе. У меня он на подставке, здесь подставки нет, хотя должна быть. Но он похожий, покупать второго такого же не хочу. 45 шекелей недорого. Ох, туда? Нет, дорого, но второй я не думаю, что мне такой нужен. Ладно, я заканчиваю съемку. Сегодня мне везет на манекенных человечков. Вы смотрите, еще один такой красавец. Ого, какой классный. Шалом леха. Кому леби на дамазы? Вау, 500 шекелей. Какой красивый. Настоящий винтажный. כן. יש לי כזה אבל יותר קטן, אז זה מגניב. 500 шекелей, конечно, это дорого. Да, 500 шекелей за этот манекен, даже 570. Это, конечно, цена неприподъемная для него, но вещь интересная. Смотрите, у этого человечка тоже есть, и у человека, который, я имею в виду, продает, есть интересные вещи. Какие-то арабские здесь кинжалы, всякие статуэтки прикольные. Смотрите, какой кот. Классная вещь. Такая рука. Друзья, я заканчиваю свою съемку сегодня. В общем, что хотел, то показал, как говорится. Вот, и я всегда приезжаю, вы знаете, на эти выставки, на эти фестивали винтажа. Мне это интересно, надеюсь, это интересно и вам. Вот. Так что до новых встреч, всего хорошего и пока-пока.